Сегодня самый сложный вопрос для тех, кто остается в России, звучит так. Насколько опасна ситуация прямо сейчас? Понятное дело, что идет война, и что это очень опасно. Но даже прилеты беспилотников по Москве уже настолько не новость, что их никто особо и не обсуждает. Все понимают про репрессивное законодательство и про растущий градус государственного безумия. Но насколько велика непосредственная опасность для отдельно взятого гражданина? Для человека, который не является политическим активистом или тем, кого армия в первую очередь хочет видеть в своих рядах. Не знаю, командиром танка в запасе. Насколько вероятно повторение панической осени 22 года? Насколько вероятно, что беда одним днем придет к каждому и будет непонятно, куда бежать и где прятаться? Никто не знает ответа на этот вопрос. Но мы можем посмотреть на ситуацию и отметить некоторые закономерности. Закономерности бесконечно важные для наших зрителей. Закономерности, которые хотя бы приблизят нас к ответу на вопрос, какие решения принимать в ситуации полнейшей неопределенности, когда новостная лента отказывается объяснять, будет ли завтра хуже, и если да, то насколько. Очень важно сейчас разделить для себя то, что говорит государство, и то, что оно делает. Казалось бы, что тут сложного? Все мы понимаем разницу между словами и действиями. Но на практике это совсем непросто. Ведь и слова, и действия – это просто заголовки в новостных лентах. И очень сложно отличить одно от другого. Тем не менее, давайте вместе попытаемся. Что говорит наше государство? Говорит оно, что наступление ВСУ не имеет успеха, что западные кураторы Киева недовольны провалом и вот-вот уже пойдут на переговоры. И в результате случится капитуляция Украины и фиксация границ. Как минимум по текущей линии соприкосновения, а то и вообще по фантазийным линиям, которые там в Кремле сами нарисовали поправками к Конституции. Очень похоже на то, что образ вооруженных сил Украины как непобедимой армады, которая снесет любую оборону и пройдет куда хочет, закрепился в сознании не только тех, кто желает Украине победы, но и у российского руководства. Отсюда совершенно неадекватный оптимизм российских властей в тот момент, когда анонсированное украинское наступление просто пошло по правилам большой войны. Не случилось моментального обрушения фронта. Российские войска не побежали массово со своих позиций. И кому-то, видимо, показалось, что это и есть проявление силы. Что теперь можно вести переговоры и строить свою публичную риторику так, будто ты снова стоишь у ворот Киева. Будто ты вновь перехватил инициативу и можешь диктовать свои условия. Можно было бы на этом месте поерничать. Вот так сейчас выглядит, мол, победа для Путина, отсутствие панического бегства. Это уже хорошая новость. Но для нашего разговора это несущественно. Важно то, что государство пытается выглядеть сильным и уверенным. Завоеваний нет, хвастаться нечем, но ведь и явных утрат пока не случилось. Что при всей своей победительной риторике государство делает? Изо всех сил готовится к новой мобилизации. Из новенького. Правительство утвердило единую форму повестки для мобилизованных. Внешнему наблюдателю этот факт может показаться не таким уж и важным, но вообще-то бюрократия ничего не делает просто так. Весенняя сессия Госдумы, как мы на днях говорили, закончилась принятием целой пачки законов, общий смысл которых прост. Государство развязало себе руки в вопросе отправки граждан на войну. Законы эти написаны настолько неряшливо и приняты настолько поспешно, что прям видно, очень-очень было надо. Если было не очень надо, перенесли бы недоработанные законопроекты на осеннюю сессию. Месяц-другой, тоже мне разница. Было бы не очень надо, обошлись бы той формой повестки, что использовалась раньше, при первой волне мобилизации. Формой для призыва на срочную службу. Но, видимо, при всем желании чиновников сохранить невозмутимое выражение лица, слишком сильно давит Минобороны. «Дайте нам людей! Нам очень нужны люди», говорят. Разговоры о том, что украинское наступление идет слишком медленно, это, конечно, приятно, дорогое начальство. Но у нас против ВСУ стоят все наличные силы, и если мы в самое ближайшее время не получим новых солдат, все закончится полной катастрофой. Это явно месседж Минобороны сейчас. И в этом и заключается ключевая разница, которую легко не заметить. Государство говорит, у нас все хорошо, и одновременно совершает действия, свидетельствующие о том, что у него все настолько плохо, что нужно хватать любых людей, какие попадутся под руку. И ощущение это основано не на пустом месте. Сейчас поговорим об этом подробнее. Сначала объявление о нашем проекте. Послушайте, пожалуйста, это наш новый HR-проект. Мы первый раз такое пробуем. Интересно, что из этого выйдет. Мы несколько раз успешно закрывали даже сложные вакансии у себя в команде и в дружеских проектах, публикуя одно упоминание о вакансии на моем канале.
Например, на вакансию сейлза в авторских медиа откликнулось более 500 кандидатов, и команда смогла нанять уже более 10 человек, и еще продолжают интервью. И вот мы подумали и решили, а не попробовать ли нам запустить свой проект на эту тему? Аудитория моего канала – люди разных профессий, но схожих ценностей, взглядов и любящих анализировать информацию и умеющих критически мыслить. А это значит, что некоторый фильтр потенциальные кандидаты уже прошли. С помощью наших друзей из мира HR, опытных рекрутеров и специалистов по оценке персонала мы стартуем собственный рекрутинговый проект. Мы не знаем, насколько это востребовано, поэтому сначала будем делать все максимально просто. За 250 тысяч рублей мы озвучим вашу вакансию, отфильтруем резюме, и вам останется только обзвонить понравившихся кандидатов и выбрать из них тех, кто подходит именно вам. В этом случае ваше объявление будет одним из 3 в интеграции. За 650 тысяч рублей мы сделаем проект под ключ. Мы подробно расскажем о вашей компании, отберем только топ-10% резюме, проведем скрининговые интервью, и в интеграции будете только вы. Мои ролики смотрит почти 1 миллион зрителей в день. Любой, даже самый редкий специалист у меня найдется. Вот думаем такое попробовать. Если вы хотите быть первыми, кто воспользуется услугами нашего еще не названного HR-сервиса, пишите в Telegram для связи. Это в описании к видео. Продолжим с роликом. Ведущие американские СМИ, в первую очередь Washington-Post, вчера сообщили о начале нового этапа украинского наступления. В нем будут задействованы те подразделения, которые прошли подготовку на Западе, но до сих пор находились в резерве. Из того, что мы знаем сейчас, следует, что на первом этапе наступления Украина задействовала около трети, а может быть и четверти сил, подготовленных к атаке. Теперь в бой вводятся остальные. И тут возникает довольно неочевидный парадокс. Нам с вами знакомы синусоиды настроения по поводу войны. Когда ВСУ проходит ураганом, сметая российские позиции, мы думаем, смотри-ка, российская армия ни на что не годится. В ней только неумехи мобилизованные и освобожденные уголовники с ржавыми автоматами. Значит, конец войны близок, и понятно, каким он будет. Но как только действия украинской страны перестают выглядеть как рейд Робокопа по учебному военному лагерю, как только мы видим тяжелые и кровавые бои, эмоциональные качели отлетают в другую крайность. Путин, думаем мы, создал армию, которая сможет бесконечно долго держать позиции. Украинцы не сдвинут их, думаем мы, ни на метр. Война теперь будет всегда. Это понятные человеческие эмоции. Но почему-то все уверены, что сам Путин и его ближайшее окружение, и тем более руководство армии, эмоциям этим не подвержены. Что у российской верхушки есть какие-то настоящие данные для анализа, и они пользуются ими. Но выясняется, что вместо анализа у них тоже эмоции. Вот первый этап наступления ВСУ не стал прямо ужасом-ужасом для российского военного руководства. И на место страха пришла эйфория. У них ничего не получилось, они не смогли сразу прорвать линии укрепления и перерезать наш сухопутный коридор в Крым. А что это значит? Это значит, что можно перейти в привычный режим пережидания проблемы. Ничего не делать, не теребить себя и граждан постепенно и вовсе забывать, что идет какая-то война. И на таких настроениях доехать до марта 2024 года. А там хоть трава не расти. Вряд ли кто-нибудь хоть что-то планирует хотя бы на день после объявления результатов президентских выборов. Дескать, раз уж на фронте все пришло в равновесие, достигнут паритет сил, который ни одна страна не в состоянии нарушить, так и черт бы с ним, с фронтом. Давайте заниматься чем-то поинтересней. Но беда такого самоуспокоения в том, что оно основано не на каких-то реальных фактах, а просто подменяет действительность желаемым. А значит, обнулить это состояние может что угодно, даже самый незначительный фронтовой провал. Екатерина Шульман не раз повторяла эту нехитрую мысль. Российская государственная машина умудряется сочетать в себе 2 противоположности. С одной стороны, ей присуща совершенно неадекватная самоуверенность. Вера в то, что если уж решила, то выпьет обязательно. Что нет вопроса, возьмем ли Киев. Есть вопрос, если решили взять, где найти столько опытных начальников, чтобы им руководить. Но с другой стороны, эта же самая машина может испугаться и не вводить жесткие меры, скажем, по принуждению граждан к вакцинации от коронавируса. А то вдруг сейчас антиваксеры ей устроят массовые беспорядки и революцию. Напомним, как дело было в прошлом году. Летом 22-го фронт тоже замер, и казалось, что замер навсегда. И тут же государство убедило себя, что все не так уж и плохо, что вполне можно в таком режиме жить и полностью игнорировать все вопли провоенной общественности о грядущей катастрофе. Когда же катастрофа случилась, когда посыпались фронты и война в считанные дни стала утекать из рук, самоуспокоение моментально сменилось паникой.
Очевидно, что кто-то посчитал, что где Балаклея с изюмом, там и Москва в 2 шагах. И в своих хаотичных действиях готов был пойти на все. На объявление мобилизации, на насыщение частной армии десятками тысяч зэков. Тех самых, которые спустя всего 10 месяцев едва действительно не дошли как раз до Москвы. В этом и проблема. Паника – главный враг любого прогнозирования и анализа. Бесполезно считать вероятности и искать закономерности, потому что человек или даже целая политическая система в панике способны на все. Мы, например, говорим, что закрытие границ на выезд совершенно не свойственно таким режимам, как наш. Свободный выезд – это один из важных факторов их устойчивости. Не нравится – уезжай, это важнейший их месседж. Система даже своих врагов, которых ненавидит персонально, в первую очередь старается выдавить, делает им знаки в сторону аэропорта. И только когда они злостно игнорируют намеки, прибегает к репрессиям. Даже Алексей Навальный, после, правда, попытки его убийства неудачной, но после того, как он выжил, он был для системы более комфортен за границей, чем в тюрьме. Или Илья Яшин, например. Ему тоже делали множество таких сигналов. Это значит, что и он системе был более комфортен за границей, чем в тюрьме. То же касается и широких масс граждан. 1 миллион уехавших – это неприятно и некрасиво, но это гораздо лучше, чем хотя бы 100 тысяч, которые от безысходности вышли на митинг в центре Москвы. Но так российские власти себя ведут в нормальных, обычных обстоятельствах. Что же будет, когда генералы с выпущенными глазами прибегут к Путину и доложат: товарищ главнокомандующий, сейчас все население сбежит через открытые границы, а у нас вообще-то фронт рушится. Все пропало, шеф, клиент уезжает. Вот в такой ситуации возможным станет что угодно, любое действие с любыми последствиями, потому что паника. И тут мы подходим к самому главному вопросу. Что же делать тем, кто остался в России? Как подготовить себя к будущему, если ты находишься под властью людей, для которых рациональность – продажная девка капитализма? Люди эти пока пребывают в состоянии самоуспокоения, но любое событие может ввергнуть их в панику, и тогда они начнут принимать хаотичные и опасные решения. Что тут скажешь? Это очень неприятно. Единственный совет, который тут можно дать – самим не отрываться от реальности и не позволять себе тоже самоуспокоения. Стоит помнить, что существенная доля тех, кто штурмовал Верхний Ларс и покупал билеты до Еревана по цене квартиры в Ереване, были возвращенцами. Они уехали из страны сразу после начала полномасштабного вторжения или мобилизации, а к лету или к зиме решили, что все не так уж и плохо, по крайней мере в России. Да, придется помалкивать, а лучше и вовсе удалить соцсети. Да, придется осторожничать и лишний раз не откровенничать с незнакомцами, но в принципе, если вернешься, беда не постучится в твою дверь. Но однако она постучалась. Увы, мы живем в мире, где самые важные для внутренней политики России события происходят не в Госдуме и даже не в кабинете Путина. Они происходят в районе Мелитополя и Бахмута. Сейчас авторитетные западные СМИ в один голос пишут, что война собирается выйти из латентной стадии, что ВСУ вводят в бой основные силы. Что это значит для россиян? Украина, напомню, ведет справедливую оборонительную войну. Но нам приходится держать в голове ментальные особенности российского руководства и помнить, что Украина, воображаемый Запад и НАТО, в реальности народ сильный и вооруженный. Навредить им больше, чем уже навредили, для российской власти затруднительно. А вот граждане, вот они под боком. И паническое размахивание кулаками попадет в первую очередь по гражданам. Против лома нет приема. Если государство в приступе паники решит вас убить, то отбиться будет сложно. Зато совсем не сложно соблюдать базовую технику безопасности. Так, если вам кажется, что сейчас в период относительного затишья хорошо бы вернуться домой, то это плохая идея. Если вы откладываете какое-то взаимодействие с государством, получение и замену внутреннего и заграничного паспортов, выправление справок, которые не дадут гарантию, но хотя бы снизят вероятность оказаться под мобилизацией. Если у вас есть основания для снятия с воинского учета и возможность оформить документы без посещения военкомата, то самое время этим озаботиться. Важно не забывать, без посещения военкомата. Туда приближаться по-прежнему нельзя. Это по-прежнему главное правило, соблюдение которого резко повышает ваши шансы. Если вы понимаете, что с начала мобилизации будете поражены в правах, то самое время переписать машину или квартиру на маму. А сайтики теперь верстать через ИП своего дяди. Начинать шевелиться нужно не тогда, когда жареный петух в погонах появится у вас на пороге, а прямо сейчас. Все те инструкции от юристов и правозащитников, составленные, когда резко менялось призывное законодательство, актуальны по сию пору.
Беда в том, что их начинают читать, когда не остается ни времени, ни возможности ими воспользоваться. Каску на производстве надевают не тогда, когда огромный болт уже летит в голову. Ее носят всегда. Точно так же вы должны отбиваться от государства не в тот момент, когда оно уже схватило вас и потащило, а пока оно еще сравнительно расслаблено. Помните, война не то мероприятие, про которое можно просто забыть. На войне есть вооруженный противник, который обязательно о себе напомнит. А значит, ситуация не может стабилизироваться в этой точке. Моменты относительного спокойствия системы нужно использовать по максимуму, не просто ожидая, но точно зная, дальше будет хуже. Чего точно не нужно делать? Не нужно брать пример с государства и селиться в мире, где неадекватное самоуспокоение сменяется неадекватной же паникой. Оба этих состояния на практике одинаковые, они парализуют волю к действию. Это получается тот самый случай, когда еще не звездец, значит и лечить его не надо, а когда уже звездец, то он и не лечится. Вот так действовать не надо. Нужно действовать спокойно и продуманно. И, скорее всего, сейчас. До завтра.